Здравствуйте, мои дорогие подписчики и те, кто просто заглянул ко мне на канал. Сегодня я украшаю торт. Торт у меня собран. Внутри это торт Сникерс. Сейчас я сделала черновое выравнивание и буду выравнивать торт. Работаю я белковым заварным кремом. Крем этот у меня на пектине. Ссылочку на крем я оставлю в описании под видео. Проходите, смотрите. Если кому-то понравится, обязательно ставьте лайк. Диаметр торта у меня 22 сантиметра, высота примерно 10 сантиметров. Вес готового торта будет около 3 килограмм. При выравнивании я всегда использую разнообразные шпатели и воду. Собственно, сам торт чаще всего сбрызгиваю с помощью распылителя. Окрашиваю крем в нежно-сиреневый цвет. Цвет называется аметистовый. Сейчас использую вот такую вот насадку. Это большая звезда закрытая. Она без номера, из обычного китайского набора. По нижнему краю торта отсаживаю ракушки по направлению вверх. Немного надавливаю на насадку и отрываю. Такие же ракушки отсаживаю вторым рядом, но только по направлению вниз, как будто соединяю их вместе. Дальше беру насадку вот такую поменьше, закрытая звезда с белым кремом, и делаю в центре соединения ракушек вот такой завиток, похожий на розочку. Отсаживаю немного крема на торт, чтобы здесь у меня размещались цветы. Создание цветочной композиции я начну с таких маленьких цветочков, похожих на хризантемы. Беру конус вафельный размером 25 на 40, отсаживаю шарик с белым кремом, похожий на шарик мороженого, и насадочкой 1 миллиметр отсаживаю вот такие вот иголочки. Делаю серединку цветочку. Иголочки отсаживаю ряд за рядом по всей поверхности шарика. Далее я поменяла насадку на адаптере. Это насадка номер 81 для хризантем. Она очень маленькая. Делаю ей 2 ряда лепестков по нижнему краю. Таких цветков я сделаю 3, а этот подождет пока своего часа на вот такой вот подставке. Это лист от мантоварки. Очень удобно. Некоторые цветочки я окрашиваю в середине. Они более яркие. Некоторые я окрашиваю по бокам. Сейчас я сделаю еще другие бутоны. Теперь я уже отсаживаю зеленый шарик. И насадкой маленькая звездочка открытая отсаживаю вот такие вот звездочки по всей поверхности шарика. Такой бутончик будет похож, ну, например, на дикий лук или еще какой-нибудь полевой цветок. Отсаживаю звездочки по всей поверхности шарика, чтобы он был кругленький.
И теперь очень осторожно, слегка припыляю сиреневым красителем. Вот такие вот заготовочки у меня получились. Отставляю их пока в сторону. Дальше я беру насадку роза. Размер розы 3,5 сантиметра и поджатый кончик. Крем окрашенных двух цветов. Это у меня сиреневый и белый в одном мешке. Для начала я отсаживаю крема сначала в центр и потихонечку заворачиваю лепесток. Лепестки поднимаю снизу вверх и немного накручиваю. За счет того, что я смешала два цвета, цветок получается более нежный и разных оттенков, от темных до светлых. Нижний край листьев я делаю юбочкой, цветок так получается более раскрытый. И слегка припыляю серединку. Можно, конечно, этого и не делать. Он и так красивый. Вот такая замечательная розочка получается. Переношу ее на торт. И делаю следующие бутоны роз. И теперь мне осталось установить те бутончики, которые мы сделали заранее. Посмотрите, какую яркость придает этот зеленый цветок. Также переношу и другие. Вот такие вот сиреневые шишечки. Я думаю, наверное, можно было их окрасить в какой-нибудь другой цвет. Может быть, голубой или розовый. Насадочкой 81 для хризантем делаю листики бутончиком роз и другим цветочком. И для зеленых листьев я буду использовать лист розы большой, он у меня без номера. И отсаживаю листочки там, где считаю нужным, где есть пространство между цветами, чтобы его заполнить.
Отлила из шоколада я цифры, надпись 55 и с юбилеем. Окрашиваю их кондурином серебряным. Просто окунаю и переношу на торт. Ну вот и заканчиваю украшать я свой торт. От вас жду комментарии, понравилось вам такое украшение или не понравилось. Как бы вы украсили торт, мне было бы очень интересно. Ну а я желаю вам всего самого доброго и до скорых встреч на моем канале. Жду вас в своих следующих видео. Всем пока-пока!